Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Анна. Это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Девчонки мне очень просят показать свою коллекцию кукол, но у меня ее не так много, но все равно что-то, да, пополнилось. Ждала, девочки, с утра, что выйдет солнышко, чтобы при свете снимать, но так и не дождалась, поэтому вот снимаю при своем дневном свете, вот таком вот огромном. У меня тут встроенный, да, в потолок. Вот, и хочу вам показать своих девчонок. Вот на таком стеллажике они у меня так и остались. Стеллаж я вам показывала, да, что я его заказывала на Вайлдберрисе. Мы вместе с вами его и собирали. Вот здесь вот у меня стол, на котором я записываю видео свое. Вот, и вот такой еще столик у меня есть, на котором стоят уже побольше девочек. Так-то такового рабочего места у меня нет. Я вот здесь вот у меня диван. Я сажусь на диван, там включаю вот свой компьютер и вяжу. Ну, давайте поподробнее покажу вам своих девчонок. Наверное, начну, как сказать, с первенцев своих. Так. Еще раз извиняюсь за то, что так вот будут блики такие будут у меня. Кстати, девочки все у меня в такой домашней одежде. Это все, что у меня есть на данный момент. Потому что остальная одежда была продана. Часть уехала в магазин. Так что пока у меня вот такая вот домашняя обстановка. Ну, давайте. Самая первая девочка, которая приехала ко мне, это была моя куколка Карина. Это самая-самая первая девчоночка. Я так боялась, ну, покупать эту куклу, понравится она мне, не понравится. И нашла я ее на Авито, и девочка ее продавала, сейчас вам скажу, 1300 рублей стоила эта куколка. И она мне сказала, типа, у нее есть дефект, показала, что там одной лунки где-то там внутри не хватает. Вот, девочки, волосы шикардосные, я по-другому никак не скажу. Какая тут лунка? Я ж там не буду под лупой рассматривать, есть лунка, нет. Ну, такой вот продавец попался, знаете, ответственный, да. Она мне сказала, что поэтому эта девочка продается так дешево. Увлекаться куклами я стала в 22 году. Нет. Да, в октябре 22 года. Вот с октября 22 года, и вот эта девочка у меня приехала тогда. Так и она осталась у меня, Кариночка, и она самая такая у меня любименькая. Вот у нее такой простой костюмчик связан, шортики с кармашками, бодик в туфельках. Это зайка у меня, я забрала у мамы, там у нее он сидел, сейчас сидит с моими девчонками. Вторая куколка, которую я приобрела, это была куколка, я не знаю, как ее зовут, но для меня она Соня. Не знаю, как ее, Кэрол, Кристи, кто это. Это у меня такая огненно-рыжая девочка с зелеными глазами. Вот так покажу вам. Тоже в простом платьишке у меня здесь она. Это платье мы с вами вязали. Далее девочку, которую я приобрела, это была у моя вот эта Снежаночка. Вот она. Так я ее назвала, Снежик, потому что у нее белые длинные волосики. Вот, тоже она что-то стоила около 2000. По причине того, что вот если посмотреть близко, вот она стоит самостоятельно, да, но видно, что ножка чуть-чуть в бок, видите, отставлена. Одна ножка у нее короче другой. Но сейчас эту куколку сняли с производства. Она, по-моему, есть только шарнирная, на классическом теле ее нет. И я очень довольна, что эта девочка у меня есть. Следующая куколка, которую я приобрела, это была куколка Моника. Вот она. Вот эта красавица. Но это у меня обыкновенно не Рапунцель, а просто большая, ну, просто обыкновенно длинные волосы, да, у нее. Вот она. Какая у меня система, да, была
в заведение, да, в покупке этих кукол. Мне хотелось всех, сейчас чуть-чуть я камеру вот так посветлей. Мне хотелось, я знала, что у нас у Паула Рейна есть 4 молда, и мне хотелось приобрести их все. Вот, то есть азиатский молд Клео, молд получается Кэрол, да, вот девчонок, ну, европейский я его называю. И у нас вот молд такой, да, был, ну, он и есть. Это получается у нас молд Норы. Так, я так понимаю. Ну, девчонки, я шибко там не заостряю на это внимание, но все 4 молда у меня как бы присутствуют. Вот. Монику я, получается, взяла следующую. Ну и, конечно же, девчонки, разномолдницы, которые, да, мне хотелось их селить по парам. И следующая куколка, когда я узнала, что ее снимут с производства и больше выпускать не будут, я взяла себе куколку Лию. Я ее так и называю Лика. Вот, она у меня Лика, это у меня так и осталась Моника. Далее стоял вопрос о том, чтобы приобрести молд Клёпушки. Но, девочки, этот молд мне вообще не нравится и не нравился раньше. Ну и вот единственная девочка, которую я у себя оставила, вот, это Клёпушка Рапунцель. Вот она с длинными волосиками. Сейчас подойду вот так. Здесь я пыталась, ну, не попробовала ей завить волосики, вот одну прядку вот здесь. Знаете, таким методом, как мы раньше делали, знаете, на бумагу, да, закрутила волосики. Ну, вот часть волос закрутила, держится все. В принципе, можно ее завить, сделать кудрявой, но я потом расхотела. Эту девочку почему я взяла? Девчонка тоже, была у меня распаковка на эту девчоночку. Купила ее на Авито. Мы списались с девушкой. И так она мило рассказывала про эту малышку. И сказала, что там и подарки вам пришлю, и все. Просто хочется, чтобы она попала в добрые-добрые руки. И вот она мне прислала и одежку для нее, и комплект обуви. Сама она была одета. Распаковка этой девочки есть у меня на канале. Была у меня еще куколка Ириска, но она пока как бы есть. Но я ее отправила в магазин как моделька. Она там сидит. Вот. Но если ее купят, то ради бога, пусть покупают. Потому что у меня возникло такое желание немножко прирядить, да, коллекцию кукол. Потому что я начинаю замечать, что некоторых девочек я в руки не беру. Вот, а с некоторыми с удовольствием я играюсь. Так, поэтому, ну вот первая девочка, которая уехала, это была Клёпушка. Клёпушка Ириска. Не знаю, да, девочка миленькая, красивая, все, и она тоже одна из первых пришла ко мне, но она вот стоит и стоит, я ей связала пару нарядов ярких, и все, и я ее больше в руки не беру. В основном я работаю вот сейчас вот с Кристи, беру вот эту с буклями. Еще у меня девочка есть. Я беру таких, которых коротенькие волосики. Раз мы начали с Кристи, значит, вот такая девочка пришла мне в подарок от моей подруги Анушки. Вот, она мне ее подарила. Я ее хотела, заказывала, кстати, она ее мне на Валбересе. В Валбересе почему-то она стоила 2100 рублей, что-то такое. Это было вот в прошлом году. Ну, то есть цена была точно такая же, если бы заказывать где-нибудь у наших, ну, на сайтах, которые продают вот, да, куколок. И получается, на Валбересе же доставка бесплатная. Получается, что я ее получила за 2000, а на сайтах, где кукол продают, мне бы обошлось она плюс доставка. То есть достаточно дешево. Есть еще у меня две девчонки, которые я приобрела на свои первые заработанные деньги от Дзена. Значит, вот эта красоточка моя Виола, вот она, в комбезике таком стоит. Все хотела вам его показать и все никак не показала. Вот она.
Вот эту виолочку я взяла, получается, приобрела на свой первый заработок. Ну, это, считайте, подарок от вас, да, как бы, так как вы смотрите мои видео, какие-то там копеечки капают, это приятно. Вот. Девочку я назвала Виола, мне посоветовала моя подписчица дать такое имя, потому что я никак не могла понять, никак не могла придумать, как же ее назвать. Долго она у меня была без имени. И вторую девочку, которая была тоже приобретена с вашей помощью, да, также на денежки Дзена, это вот эта коробочная куколка. Сейчас я ее, наверное, подниму, тень падает. Вот, поставлю здесь, покажу вам. Это у меня, как ее, Клаудио Плавчиха, вот. Она была, как раз я ее взяла перед самым-самым, получается, подорожанием. То есть и эту Виолу у меня получилось, и Клаудио купить тоже за хорошую цену. Сейчас они там, по-моему, на 1500 дороже, чем были. Вот эта красотка. И так как у нее короткие волосы, да, и, как сказала, у моей Крестюши тоже волосы короткие, я их часто использую в качестве моделек. Так, ну к этой девочке попозже вернусь. Здесь я вам про всех девчонок своих рассказала. Здесь у меня два молда норы. Одна девочка коробочного типа, ну с коробочки, это Лаура. Я ее очень долго ждала. Где-то, получается, когда она вышла, новинка прошлого года, она вышла, и я ее получила в июне, по-моему, или в мае месяце, вот так вот. Ну, то есть практически полгода я ее ждала. Вот она ко мне, эта красоточка, приехала. Она мне очень нравится. Ну, видите, она в своем платьишке пока стоит, потому что ее платье я сняла с нее, и оно уехало. Ну, не заказчица, как покупательница. Как я сказала, девочки у меня стоят в том, что осталось. Вот эту девчонку я тоже очень удачно купила галышкой. Это у меня кот спрыгнул с серванта, извиняюсь за грохот. Вот, галышкой. Когда ее уже галышки не было, это, видимо, аутфит был... Но она сама по себе коробочная, как мне девочка сказала. Но продавала она ее галышкой. И тогда я была в гостях в Питере. Эта девчонка... где-то в каком-то городе под Питером был, я, если честно, забыла. Город называется Петергоф. И мы решили с моей подругой все-таки съездить и забрать эту девчонку. Она тоже что-то в районах 3000 была. Но это для этой куколки очень дешево и очень удачно было. Она сама стоит. Никаких дефектов у девочки нет абсолютно. Я думала, что-то у нее какие-то дефекты. Нет, волосики шикарные, глазки шикарные, все-все-все. У девочки хорошо. Ну, может быть, я не знаю, вот здесь вот, если присмотреться, сейчас приближу, вот видите, немножко реснички у нее, как будто бы вот здесь вот чуть-чуть, как будто бы срезано. Вот, но это вот. Может быть, из-за этого такая скидка была, но мне это вообще не мешает, абсолютно. Вот две девчоночки у меня есть, и я ими очень довольна, две красотки. Вот в моей коллекции. А это мне подарили букет на день рождения. Там была такая вот деревянная надпись с любовью. Вот она у меня осталась. Следующие малышки, которые у меня здесь на стеллаже, это мои малышки Лоренс. Сидят в новогодней одежке, потому что для них одежки нету другой. Одна блондинка с карими глазами. Мне она тоже, мне они, девчонки, очень обе нравятся. Я их люблю. Такие длинными волосами, волнистыми, вот. Вот эта красоточка одна. И вторая у меня девочка шатенка с голубыми глазами. Вот. Эта девочка у меня, я ее называю Женя. А эта девчоночка у меня Машенька. Здесь вот такая вот малышка. Не знаю, показывала вам или не показывала. У них тут рядышком поселилась. Это такая феечка. Покупала я ее в Каре. Вот такая девочка с розовыми волосами. Это овечка, которую мне сделала Лилечка. Спасибо ей большое.
Видите, немножко свет не очень хороший, говорю. Вот она. Это такая овечка, которая сидит и вяжет. Вот, канал у Лили называется «Лиля. Время вдохновения». Вот, это она сама делала, мне присылала на Новый год подарок по обмену подарков. Обмен подарков у нас был. Ой, все упало. Сейчас постараюсь посадить. Вот. Вот овечечка нашла свое место здесь с девчонками. Так, пришел мой, как обычно, помощник, без которого ничего, любопытный. Везде же должен он поприсутствовать, да? Степ, привет-то всем скажи. Видите, все нюхает, все ему интересно. Как будто он первый раз в этом доме. Так, здесь маленькие, я не знаю, это не баболечки, я не знаю, ну, как формат баболек. Я их даже не знаю, как эти баболечки выглядят. Это эти китайские тоже куколки. Одна вот у меня одета. Недавно совершенно я связала этот ей костюмчик. Так много времени на это уходит, на мелочевку эту вязать, на мелкотню. И я так думаю, что это реально не мой формат. Или я пока здесь уже взяла не такие неудачные ниточки. Мне пришлось их в 2 раза складывать. И, видимо, от этого мне удовольствия я от вязания никакого не получила. Здесь вот такая блондиночка. Здесь вот такая рыженькая. Так, на самой нижней полочке мои китайские куколки тоже сидят. Этой девочке, она была голышка, я ей связала вот такое домашнее платье. Так оно в нем и сидит. Это у меня была в аутфите. Это пришел у меня такой наборчик. Зайка и вот такие туфельки. Зайка, туфельки, там сумочка была. И взяла этот наборчик только из-за того, чтобы были туфельки, потому что на маленьких лорочек обувь тяжело найти, купить. В принципе, у меня они двое, и у них обувка уже сейчас есть. Вот, и такой вот зайка милый. И вот она сидит, держит этого зайчика. Эта девочка здесь и немножко прилегла. Моя Аннушка, которая мне на день рождения, девчонки, Анюта тоже подарила. Вот она, такая вот милая девочка. Этой девочке я хотела приобрести, ну вот я приобрела подружку, вот, только черненькую. Но тут сейчас я открыла спор, сейчас я приближу, если увидите. Видите, как покрасилась вся шея вот тут у девочки черная, ручки черные. И я так почитала в чатах, что темный цвет плохо выводится. Ну вот открыла спор. Посмотрим, рассматривать 10 дней. Девочку я буду возвращать. Так что пока у меня Аннушка будет одна. Так, ну давайте вниз. В самом низу, на моем вот столе, где я веду съемку свою, у меня булочки мои. Девчонок у меня 3. Так, Анечка, давай-ка вот сюда, моя хорошая, пока. Так, сейчас я их чуть-чуть сюда выдвину. Девчонок немножко подвинула вперед, потому что тень падает от полки. Значит, у меня вот 3 булочки. Вот больше пока я их не хочу. Мне этого достаточно. Одна вот такая вот из последних у меня вот такая красоточка. Я ее назвала, так и назвала Мия. Она у меня здесь, видите, с ресничками. Волосики такие милированные. Это у нас вот новая обувка. Вот она. Я ее показывала в своем недельном влоге. Вот очень хорошо Мечке подошло. Самая первая девочка, которая у меня поселилась, это вот такой вот был персик. Она мне попала как по обмену, да. Я там отдала одежки, всякое такое. Девочка приобрела эту девчушку, и она ей не понравилась. Я такая еще говорю, ну как такие селки могут не понравиться, вот скажите. И вот она у меня поселилась. Она у меня, конечно, в таком пока празднично-новогодней одежде. Ну, как я говорила, никак у меня времени нет. Все одежки поотдавала, а и остались у меня девчонки в том, в чем есть. Вот, персик у меня вот также стоит с хвостиками. Голубые глазенки у нее. Вторая девчонка, которая ко мне приехала, это Анфиса. Это девочка от Ани Миловой. Ангина Милова у нее канал.
Это девчоночка, которая мне подарила вот эту тоже малышку. Это я у нее приобрела. Смотрите, это у меня Мия, которая одуванчик, да, у которой волосы стоят-то наверх. И я что сделала, девочки? Я ей просто смочила голову. Ну, не сильно помыла. Мне, знаете, показалось, что волосики у нее как бы серые, запылились. Я решила ей голову помыть. Хотя няня говорит, ни в коем случае не мой. Я все равно на свой страх, риск помыла ее. И я такая довольна. Видите, эти кудри спустились вниз. Она у меня вот такая кучерявая. Свой объем кудри не потеряли. Вон они такие же пышные. Так вот можно их приподнять. Вот здесь вот немножко я закрепила, чтобы немножко было вниз. Выпустила одну прядку. И Анфиса в таком исполнении мне нравится намного больше, чем когда она была одуван. У нее волосы стояли, и не знаешь, как с девочкой поступить. Я ее тоже очень люблю, обожаю. Вот у меня 3 такие красотки. И в этом году вышла новая Мичка, мини-Мия. Я ее тоже заказала. И она придет в мае-июне месяце. Но одна малышка у меня тоже будет. Потому что, мне кажется, мини-Мичка это будет вообще такая милота, лопота. Эти-то какие сёки, так и хочется потрепать. А та так вообще будет, мне кажется, хит сезона. Так, положим Анюточку обратно. Вот. Для Анушки нужно, конечно, какое-то такое место, корзиночку, что ли, какую-то связать. Ну, девочки, пока некогда мне этим заниматься. Пока она у меня вот так вот на полочке вместе со всеми девчонками. Здесь у меня такой небольшой запас ниточек по одному моточку. Это все, что, ну, с чего я вязала. Вот. Так, давайте дальше спустимся вниз. Так можно сказать. Значит, что у нас здесь? Так, ну, мою новую девочку вы видели. Я ей достала платье, которое вязала для Паула Рейна, с той пряжи, которая была, с той пряжи, с которой я вязала вот этот вот комбинезончик, вот этот. Я говорила, да, там эта ниточка толстоватая, и я пробовала вязать платье для Паулочки, и у меня как раз были эти нитки, и я связала на Паулочку, она тоже одевается, но понимаете, что немножко как ну, мешковинка такая. А смотрите на эту девчушечку. Это девочка от Мари & Пао. Первая моя девочка от этой компании. Платье село классно. Я вообще люблю, когда на куколок коротенькие платьишки. Мне кажется, что они смотрятся очень-очень мило. Девочку я назвала Иришка. Да? Ну, кто первый раз на канале, если не видели, пройдите, посмотрите распаковку. Смотрите, какая милота. Каре стоит шикарно. Волосики все распрямились. Вот. Вот такая классная, серые глазки, классные реснички. Девочка, я очень довольна. Вот. Следующая у меня куколки, это куколки Лоренс. 3 сестрички. Я все так, как я хотела их, какие я хотела приобрести этих куколок, таких я и приобрела. 2 приобретенные мной, а 1 была вот девочка подарена моей подругой. И, кстати, это тоже девчушка подарена моей подругой. Значит, это у меня куколка Даша, рыжулька. Это у меня Оленька, зеленоглазая блондинка. Это у меня Настя, черные волосы. И серые прекрасные глазки. Смотрите, какие они классные. Девочки, формат этих кукол мне очень нравится. Очень. Так, ну, это рыжулечка у меня с такими тоже, с темно-серыми глазами. Здесь светло-серенькие, как видите, а тут темно-темно-серые, с этими с веснушками. Вот, девчушечка, красотушечка. И остались куколки от фирмы Max and Jessie. По-моему, правильно я называю. Вот, я взяла 2 девочек. Блондиночку я не брала, потому что много отзывов о том, что там с челкой не справится. Конечно, вот Анюта с канала Ангина Милова, она рассказывает, как справиться с челкой, но я что-то вообще даже заморачиваться с этим не хочу. Вот эта девочка, получается, такая смуглянка, с карими глазами.
Девчонки говорили, что хорошо ей, конечно, приклеить реснички. Я обязательно сделаю, но пока не сейчас, это точно. Вот. Для этой девочки у меня наряд связан. Это не мой мастер-класс, я уже писала. Это я вступила в группу по совместному вязанию и вот связала вот такое вот платьишко. Значит, назвала эту девочку, не заморачиваясь, Джессика. А это у меня девочка Энни, рыженькая. Это платье с этой же серии, нитки с этой же серии, вот, ну, толстоватой, который тоже вот просит меня повторить. Но, как видите, на полу эти платьишки, они подходят, но они большие получаются. А здесь на Max and Jessie, на формата Мариен Пау, эти платья получились очень даже подходящие. Я постараюсь пересчитать или какую-нибудь пряжку подобрать для того, чтобы связать такое платьишко-полочка. Девочки, у меня дети, мальчики, я никогда не плела косички. Первый раз решила заплести. Ну, что-то получилось, знаете. Я ей сначала распустила волосики, помыла голову, вот, но мне не понравилось, почему-то у меня как-то все торчит, как какие-то волны, я не знаю, что там, я шпарить кипятком тоже куколку не хотелось, вот, и я заново ей заплела косички, вот такие девчушки у меня живут. Еще у меня была куколка, ну, она есть тоже, куколка Элли. Вот, получается, что... Не Элли, да, Эля, которую мне тоже подарили на день рождения. Она у меня сейчас пока уехала временно в магазин, потому что нужно показать, на какую куколку, нужно было показать, на какую куколку подходят вещи, которые я вяжу для Пау Лорейна. Потому что не у всех же есть такие куклы. И Эля идеально подходит для того, чтобы вязать именно на нее, да, то есть она куколка бюджетная, и поэтому она пока у меня там в качестве модельки, там платьишко, допустим, продалось, на нее одевают обратно, и она у меня находится, эта девочка, там. Еще у меня, девочки, была кукла от фабрики Огонек, Арина, вот, но у меня ее купили вместе с нарядами, с обувью, со всем делом, вот, и поэтому пока ее у меня нет в коллекции. В принципе, куколка достойная, хорошая. Возможно, потом когда-нибудь я ее себе приобрету. Что еще можно вам такое показать? Ну, у меня вот я говорила, да, что это мое рабочее место. Здесь вот у меня такая ваза, и я, видите, сняла платье, одела, сюда вот положила это платьишко, это, ну так, такой рабочий беспорядок немножко. Здесь у меня хранятся журналы. Вот здесь такая, ну, такие вот, такие 3 контейнера. Здесь мелочевка вся, здесь фурнитура, здесь спицы. Ну, спицами я давно вяжу, и у меня их очень-очень много. Вот, пряжи у меня, конечно, куча. Я покажу вам так чуть-чуть. Вот подстал, вот такие контейнеры у меня куплены. 4 контейнера. Здесь именно в 4 контейнерах этих пряжа хранится именно штучная. То есть где-то носочная пряжа, где-то пряжа, которая куплена для кукол. Вот. Так, еще у меня вот такой вот комод. То есть получается у меня диван, да, разложен сзади, получается вот куколки. И вот так, если посмотреть, вот мое рабочее место. То есть вот оно. Здесь вот так вот диван, телевизор. Это старый ноутбук, который у меня подключается к телевизору, и я смотрю на нем, получается, фильмы. И вот в таких ящичках у меня хранится пряжа еще. Вот здесь вот все, можно сказать, по одному где-то моточку, где-то по несколько моточков. Вот. Здесь пряжа. Здесь тоже пряжа, где-то вот готовые, видите, тут вещи для больших кукол остались, потому что маленькие все уехали, как я сказала. Здесь тоже у меня пряжка. Вот. Пряжи у меня очень-очень много. И покажу вам сейчас еще шкаф, где у меня пряжа хранится. Вот в маленькой комнате у меня вот такой встроенный платяной шкаф. Платяной я его называю, потому что он огромный. Сейчас свет включу поярче. Вот.
И здесь мы личные вещи храним. Но я постараюсь так вам показать. А верхние полки у меня все под пряжу. Но здесь в основном пряжа вся в упаковках. То есть вязать есть из чего и для себя. Вот здесь у меня моя вязальная машинка хранится. Вот здесь тоже вот в таких контейнерах. Здесь в основном штучная, старенькая где-то пряжка есть. Знаете, с которой расстаться тяжело. Вот. Здесь вот это вот две полки у меня. Вот эти две. Здесь практически вся пряжа носочная. Вот эти две упаковки я сегодня перенесла сюда, вот верхние. Это то, что у меня вот подарок был с пайетками. Все остальное, все у меня это пряжа для носочков. То есть есть где разгуляться. Вот. Ну, знаете, пряжи всегда мало. Что-то выходит новенькое, и всегда ты потихоньку что-то да и приобретаешь. Ну все, девочки, на этом буду заканчивать свой такой обзор. Девчонки, вам всем передают большой-большой привет. По планам, по куклам у меня стоит в планах приобрести, и уже она как бы у меня предоплата внесена. Будет у меня девочка Кэрол или Карла с буклями. Это новинка 24 года. Вот, потому что крестюшки вот этой своей, я хочу распустить букли. Они немножко пришли потрепанные. Я уже несколько раз ей там и закалывала волосики. Сейчас покажу, если видно будет. Да, вот. Волосики закалывала, букли закрепляла. Но так и... Ну, она, конечно, мило смотрится, прическа мне ей нравится, но хочется ее распустить, потому что она тоже с распущенными волосами смотрится очень даже мило. Вот. Ну, будет стоять до тех пор, пока не растрепается, вот так я бы сказала. В планах также маленькую Миечку и хочу девочку Марин Пау, новинку 24 года, к моей вот этой девчушке, потому что я не могу, когда у меня куколка по одной. Я говорю, вот исключение это у меня молд-клёпы. Вот. Ну, пока, как бы я вообще, как говорила, не хотела. Вот, ну, пока она будет у меня одна. И, кстати, еще я азиатский молд у меня на предпоследнем месте стоит. Первый у меня получается европейский, второй у меня получается молд норы, потом идет азиатский, потом клёпа. Вот, и вставал такой вопрос, что, может быть, зачем мне это нужно. Кстати, племянница очень хочет Монику, дочка сестры. Возможно, я летом и повезу ей эту девочку в подарок. Вот. Ну, личку уже не выпускают. Придержим пока, пусть будет у меня она. Ну, и клёпушку эту тоже уже не выпускают. Вот, ну все. Всем девчонкам пока-пока. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца, что ставите нам лайки, пишите комментарии. Нам это все очень приятно. А вам это все сделать не сложно. Все. Всем пока-пока. До следующих подключений.